Привет из Египта! Сегодня я отвечу на один из самых популярных вопросов туристов. На какую морскую экскурсию стоит поехать в Хургаде? Что выбрать, оранжевую бухту или райский остров? Оранж или Парадайз? Я покажу вам, как проходят оба тура, и надеюсь, это поможет вам определиться с экскурсией. Не все туристы знают, что Оранжевая бухта и Парадайз находятся на одном острове. Он называется Гифтун. По сути, это просто два разных пляжа. Они отличаются друг от друга, а вот экскурсии между собой похожи. Все начинается с трансфера. В назначенное время вас забирают прямо из отеля в Хургаде и везут на пирс. Любопытно, что на одном корабле могут оказаться туристы, которые едут и на Райский остров, и на Оранж, а также те, кто заплатил за экскурсию и $18, и $35. В описании под видео я оставила для вас ссылочку на сайт русскоязычного агентства Albatros Travel, чтобы вы не оказались в числе переплативших. У них самые низкие цены на экскурсии в Египте. Многие туры стоят вдвое дешевле, чем у гидов в отелях. Заходите, смотрите и ставьте лайк моему видео, если эта подсказка была для вас полезной. Наше путешествие начинается с морской прогулки. В это время туристы могут гулять по яхте и загорать на палубе. Какой бы ни была погода, советую взять с собой солнцезащитный крем, головной убор и одежду с длинным рукавом. В открытом море легко обгореть. А если день выдался ветреным, возьмите кофту. Ветер на корабле ощущается сильнее, чем на берегу. На яхте работают фотограф и оператор. Вы можете предупредить их, что хотите или наоборот не хотите купить снимки или видео на память. В зависимости от этого они будут уделять вам больше внимания или же наоборот сосредоточиться на других туристах. По любым вопросам можно обращаться к команде, которая работает на корабле. Меня зовут Айман. Я буду гид сегодня на экскурсия. У нас тоже есть два коллега со мной. Первый его зовут Ахмад. Он будет наш аквалангист сегодня на экскурсии. На яхте две палубы, открытая и закрытая. Тут есть туалеты и бар с бесплатным чаем, кофе, водой и лимонадом. А вот полотенце стоит иметь свое. Одним из ярчайших событий прогулки может стать встреча с дельфинами. Они подплывают очень близко. Вы можете увидеть их игривые спинки всего в нескольких метрах от яхты. Что бы вы ни выбрали, Оранж Бэй или Парадайз Айленд, чудесная прогулка в море точно запомнится вам надолго. Один из ключевых пунктов программы любой морской экскурсии – снорклинг на рифах в открытом море. Эту остановку иногда делают до посещения острова, а иногда после. Одни гиды везут туристов на два разных рифа, другие на один, но большой. Это предугадать невозможно. Но в одном вы можете быть уверены точно – подводный мир Красного моря вас поразит. Это настоящее природное чудо. Глядя на этих цветных рыбок и причудливые кораллы, вы точно поймете, почему Красное море называют самым красивым в мире.
Маски и трубки для подводного плавания, ласты и спасательные жилеты туристам выдают на корабле. Их прокат входит в стоимость экскурсии. Дополнительно можно оплатить дайвинг. Он проводится с инструктором по желанию. Лучше заказать дайвинг заранее, в момент бронирования тура, чтобы для вас точно нашлось место. Не переживайте, если не умеете плавать. Жилеты отлично держат на воде. Со снорклингом справляются даже дети. Главное не заплывать слишком далеко и ни в коем случае не трогать кораллы. Я рассказала о том, что общего у экскурсий на Оранж-Бэй и Парадайс. Теперь выясним, чем они отличаются. Сначала плывем на райский остров. Туристов пересаживают в лодку и доставляют к берегу. Только посмотрите на этот цвет воды. Остров Парадайс часто называют египетскими Мальдивами. Белоснежный песок, кристально чистая голубая вода, соломенные зонтики – это место будто сошло с рекламного буклета. Каждой группе туристов выделяют свой участок на пляже и дают достаточно много свободного времени. Вы можете полежать под зонтиком, искупаться, посидеть в кафе или сделать сотни фотографий. На острове оборудовано большое число фотозон. Качели с крыльями, сердца, коконы – все, чтобы вы сделали прекрасные снимки на фоне голубой воды. Большой плюс райского острова – это наличие множества красивых локаций. Туристы распределяются по ним равномерно, никто никому не мешает. Нигде нет больших очередей к фотозонам. А самое главное – это чистейшая прозрачная вода. Поплавать в ней – особое удовольствие. На острове играет ненавязчивая музыка, которая задает атмосферу отдыха. Однозначно советую вам побывать на Парадайсе. Это место, где не думаешь ни о чем, кроме красоты. Теперь посмотрим, как проходит экскурсия в Оранж-Бэй. Плывем на оранжевый пляж. Он отличается от Парадайса. Песок тут тоже светлый, но не белоснежный. А вместо зонтиков здесь сделали деревянные навесы. Вода тут скорее голубая, а не синяя. Морское дно в оранжевой бухте очень мягкое, будто немного глинистое. Поэтому иногда вода может казаться немного мутной, но она все равно чистая и очень красивая. Из-за навесов кажется, что места для отдыха разных туристических групп располагаются чуть свободнее, чем на Парадайсе. А вот фотозон тут поменьше, поэтому к самым красивым локациям порой приходится постоять.
Как и на острове Парадайс, в Оранжевой бухте есть смотровые площадки и кафешки. Цены на обоих островах примерно одинаковые. Площадь для купания на Оранже больше, а вот глубина тут меньше, чем на Райском острове. Это комфортно для поездки с детьми. Еще один плюс Оранжевой бухты – возможность покататься на каяках. Кроме того, обычно туристам тут дают чуть больше времени на отдых, чем на Райском острове. Еще одна общая часть экскурсий на Оранж и Парадайс – обед на корабле. В обоих турах его подают где-то между снорклингом и высадкой на остров. Иногда эти пункты программы меняют местами. Обед всегда одинаковый – рыба, курица, простые гарниры и салат. Кроме того, к яхте всегда подплывает водный супермаркет. Туристам предлагают купить снеки и напитки. Обратный путь с острова – это еще одна красивая прогулка. Но перед высадкой на берег предусмотрена остановка. Туристов катают на бананах и таблетках. Это тоже входит в стоимость тура. Напишите в комментариях, какой остров вам понравился больше. Куда бы вы поехали в первую очередь? На Парадайс или в Оранжевую бухту? Я отлично провела время на морской прогулке и очень советую вам побывать на такой экскурсии. Уверена, что подводный мир Красного моря будет еще долго стоять у вас перед глазами. А красивые фотографии на яхте и островах будут напоминать вам, насколько счастливым и беззаботным был ваш отдых в Египте. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Заглядывайте в описание. Как и всегда, вы найдете там много полезного. До новых встреч!